Ебать. Здорово, комрады, наверное, я нашел самую залипательную и одновременно самую раздражающую, сука, ненавижу, блять, игру на свете. Сие чудо стоит в стиме 453 рубля. Это как 3 килограмма вареников налепить. Так еще и на сок останется. В общем, в чем суть данного произведения искусства? Сначала вы спавнитесь на небольшой территории, и ваша основная задача состоит в том, что вы фармите, копаете, копошитесь, получая новый уровень. Со временем получаете еще и деревянные, за которые можно купить новые острова для фарма. 10 из 10, это стоит своих денег. Всем спасибо. Мама, не зря я ел только плесень из-под холодильника всю неделю. Короче, звучит как тупая гринделка. Однако, сев за игру, вы и не заметите, как прошло пару часов вашей жизни. И вот уже на 20 плюс уровне вы замечаете, что ваш уровень капает так медленно, что вы уже начинаете сходить с ума. Вам уже бывает настолько нечего делать, что вы просто рубите деревья, камни и прочее, как будто до этого занимались чем-то более интересным. Иногда продавая какие-то предметы, за которые вы можете получить опыт, но только имея перк капитализм. Также не забываем про всякую фигню по типу постоянных ошибок, которые очень сильно бесят. Вот вы, глядя на язык интерфейса, можете подумать, что я невъебенный англичанин. Настолько, что Лондон is the capital of Great Britain. На самом деле, когда вы входите в дерево навыков на русской локализации, игра просто вылетает. А если ты случайно ударишь персонажа или камень, который по заданию нужно и можно избивать до кровавых соплей, то фораджер, тебя козлину бесчеловечную, накажет своим вылетом. К определенному моменту я уже стал терять хватку и уже хотел закрывать лавочку, потому что меня уже скрючило напополам от скуки. Как в один момент в игру влетел Богдан. Готов? Только не смей никакой остров сейчас покупать. Мой меч, этот меч с луком сделается и покупай. Я все хранилища твои опустошил, да? Я нашел какашку. Он дал мне надежду. Кстати, кооп тоже работает через сраку. Думаю, у создателя просто нет друзей, блядь, чтобы проверить кооп-режим. Можно было его и не вводить. Однако такой баг нам помог очень быстро нафармить ресурсов, денег и самое главное опыта. Сначала мы поняли, что ресурсы в складах дублируются каждый раз, когда Богдан перезаходил. Он брал ресурсы из ящичка, игра успешно выгоняла его вылетом, казалось бы, тут только плакать. Однако при его перезаходе оказалось, что ресурсы также лежат в ящичке и в рюкзаке. Чистая победа. Не зря ставили на Реал Мадрид. Спасибо. При этом игра дает равное количество опыта каждому игроку. Однако в один момент я купил одну половичку за 2к монеток. И вдруг понял, что ее можно очень эффективно фармить и получать кучу денег и опыта. Итак, спустя каких-то 5 минут мы нафармили просто огромное количество ресурсов. И теперь самое время все это продать. Давай. Ебать, ебать. Я получил максимальный уровень в игре и вкачал вообще все, что можно. Игра просто наблевала на меня поздравлениями с получением 1 000 000 уровней. Вот так. Не имей 100 рублей, а имей одного Богдана, с помощью которого ты сможешь победить и нафармить кучу уровней. Кстати, 453 рубля я не платил, поэтому вареники все же налепили. Зацените.